Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Воскресенский на связи, как всегда, по субботам. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Очень рад вас видеть. Юрий, взаимно, это во-первых, а во-вторых, слушайте, какая-то интереснейшая динамика событий. Значит, ВСУ бьет по логистике, в общем, обстреливает дронами. Сегодня опять атакована уже в направлении Крыма, Херсонская область. Вместе с этим мы видим, как заговорили параллельно с обострением о мире. Лукашенко вышел и сказал, что закончится все в этом году и в Иране, и в Украине. Слушайте, ну прям такой оптимизм. Кто-то говорит, да не надо доверять Лукашенко, это вот такое заявление ради заявления, это вот просто, в общем, нет никаких перспектив для этого. Другие говорят, что нет, подождите. Вот Путина, если послушать, да, говорит, будем отвечать по гражданским объектам, что подбить охоту бить по российским гражданским объектам, но вместе с этим он так пробросил, что кто-то действительно захотел настоящих переговоров, где были бы учтены и интересы Российской Федерации. Что скажете по поводу этого периода? Действительно ли это ночь темна перед рассветом, и нас ждет какой-то прорыв к миру? Я хочу сказать, что президента Лукашенко надо слушать всегда. Но не только слушать, но и слышать. Дело в том, что он добавил к этой фразе такую маленькую, но очень существенную ремарку. При желании нескольких человек. Абсолютно очевидно, что если бы было желание руководства киевского марионеточного режима и их зарубежных кураторов из Вашингтона и прежде всего Лондона, то этот конфликт бы ужасный, кровавый, он бы остановился в очень сжатые сроки. Поэтому здесь как бы ничего нового мы не можем придумать. Если организаторы этого конфликта захотят его прекратить, он будет прекращен. А кто организаторы, мы с вами знаем. Еще со времен печенек Нуланд на преснопамятном Майдане. Мы знаем это также из эфиров многочисленных перехватов, я называю их так, Вована и Лексуса, который говорил с различными чиновниками, ответственными за выделение денег украинским НПО. И из этих диалогов мы, например, узнали от одного из руководителей USAID, что выделяли кэшем по миллиарду и более долларов в месяц. По миллиарду, полтора, два. Вот, то есть заказчики, организаторы всего этого ужаса, они известны. И президент Лукашенко сказал, что мы действительно можем очень быстро прийти к миру, но при желании этих нескольких человек. А вот есть ли это желание и будет ли это желание, очень серьезный и большой вопрос. Особенно с учетом того, что окно возможностей, которое открывал российский президент, на мой взгляд, уже схлопнулось. Был, кстати, на неделе на приеме в посольстве Российской Федерации. Поговорил с Борисом Вячеславовичем Грызловым. Вот состоялся такой очень интересный с ним диалог. Я подхожу, говорю: Борис Вячеславович, поздравил с праздником. И, кстати, всех зрителей из России поздравляю с таким праздником, как День России. Говорю: передайте, пожалуйста, небожителю, и показываю туда, пора уже отвечать. Борис Вячеславович засмеялся, сказал: передам, я тоже так думаю. Понимаете? То есть вот эти неуклюжие действия киевского марионеточного режима и вот это нежелание воспользоваться окном возможности привели к тому, что российское общество, российская политическая элита стала консолидирована. И вот наш прошлый выпуск, который набрал рекордные, опять 250 000 просмотров, вы озаглавили «Прежний Путин». И вот мы последние дни увидели этого прежнего Путина, который уже говорит ту риторику, которую невозможно скрывать. Которую невозможно скрывать. Мы можем бесконечно долго бороться с нацизмом вот такими точечными методами.
Но это не приведет к эффективности. И я приводил пример на телевидении белорусском с дачниками. Дачники меня поймут. Вот если мы будем сныть, пинцетиком вырывать, ну, наверное, никакой жизни всех дачников мира не хватит. Эту сныть, сорняк, надо полить гербицидом. Гербицидом. И тогда она не будет расти. И вот из слов президента Российской Федерации я наконец-то услышал то, что хотел от него слышать. И я уверен, что и наши эфиры, и расшифровки наших эфиров на это тоже повлияли. Россия будет отвечать уже соизмеримо и соразмерно тому, что тем вызовам, которые перед ней сейчас ставят. Я так понял, мы перебрали все варианты. Мы были свидетелями всех переговорных площадок. Минск-1, Минск-2, нормандский формат, Стамбул-1, Стамбул-2, Анкоридж. В результате всего этого, по итогу, только обман. Только обман со стороны наших уважаемых западных партнеров. В таких условиях надо все-таки добиваться, с моей точки зрения, своих целей другими, более четкими, артикулированными методами. И пример Ирана это все показал. Поэтому, резюмируя и подводя итог к ответу на ваш вопрос, хочу сказать, остановить войну при желании ее инициаторов можно очень быстро, это действительно так. Но абсолютно уверен, что такого желания нет и не будет. Они повязаны кровью, и они повязаны большущими деньгами, невероятными деньгами. А все бюджеты ж уже сверстаны, не только на этот год, но уже и на 27-й. Понимаете? Практически все расписано. Программы. Не только государственные бюджеты еще нет, не приняты, но все программы финансирования, все примерно стратегически расписано. Кто будет от этого отказываться? Кто? Тогда вместо Украины и России надо где-то в другом месте разжигать, чтобы переключаться туда. Но только если такой вариант. Мгм. Все ждали Орешника, но еще ждут, потому что в ближайшее время Россия предупреждает США, США предупреждает украинскую сторону о том, что вот полетит что-то. Орешник это тоже гербицид? Боевой ожидать удар или опять по сараю? Вот все как бы этой ночью, там даже была тревога и сообщали, что сейчас полетит. Но в конце концов на утро проснулись и увидели, что в Васильковке в рынок прилетело 12 кабов. Да? Ну вот такой как бы ответ мы видим. И люди недоумевают. То есть в каком отношении недоумевают? Ну, Путин такое ощущение, что живет в какой-то другой реальности. Прежней или там последних дней или недель, или месяцев Путин. Как-то он живет в своем каком-то мире. Ему говорят, что вот смотрите, какие успехи есть. Есть даже какие-то покруче Старлинков разработки. Вопрос только заключается, ну хорошо, если они есть, почему и не применяются? Получается, что где-то, может, разработка и есть, но давайте откровенно. Да? То есть западные технологии, которая вовсю использует украинская сторона, превосходят российскую. Но только вопрос, на какое временное пространство это будет работать, да, как долго. И второй вопрос, а все-таки, то есть, имея какое-то мощное оружие, мы видим, что вот так к нему относятся, и так относятся к вот этим ужасающим ударам по украинской стороне. Не бьют. Не бьют, и слава богу, конечно, будут страдать мирные жители, но в войне-то ничего не меняется. Вы знаете, этот вопрос очень серьезный. Я предлагаю посмотреть на него со всех сторон, со всех аспектов. Ну, во-первых, президент Российской Федерации сказал на последней встрече с героями, участниками СВО, что да, мы продвигаемся не так быстро, как хотелось бы. Он сказал, по-моему, это впервые. Это значит, вот этот вакуум информационный, который вокруг него был создан, он прорван. А то, что вакуум был создан,
Это я даже не сомневаюсь, потому что вы помните, после его речи в Старобельске э, я понял, что верховному главнокомандующему даже не докладывали, что такие Старобельски происходят практически в ежедневном режиме. Ну, видимо, кого-то из окружения Путина, наверное, давно пора менять. Я как бы стесняться тут не буду. Стесняться, да? У меня тут стеснений нет. И некоторым пресс-секретарям, которые в Москве открывают кафе с мороженым, да, значит, и дефилируют там, я бы посоветовал все-таки взять пример российской императорской семьи. Мне кажется, что был бы гораздо эффектнее не кафе с мороженым открывать, а поработать, например, в госпитале для ветеранов или для участников СВО. И там обмывать наших бойцов и менять им, обновлять им раны. Понимаете? Бинты менять на ранах. И протирать лоб смоченной водой. И говорить теплые слова, как это делала императорская семья. Вот это зашло бы. Это так, в плане ремарки и дружеского совета условному Дмитрию Сергеевичу. Теперь мы берем по технологическому отставанию. Действительно, я говорил в эфирах неоднократно, что мы часто становимся жертвами собственной пропаганды. Когда говорим особенно, как мы дойдем до Берлина, до Парижа, технологический и научный, и военно-технический потенциал Европы очень велик. Несмотря на то, что сейчас ее возглавляют фрики и всякие, простите, неадекватные, не то что политики, а вообще жулики, понимаете, жулики, да, возьмите эту Бербак, она же сфальсифицировала свою биографию, как мы узнали. И этот человек отвечал за всю внешнюю политику ФРГ, а сейчас работает на высочайшей должности в ООН. Мошенница, понимаете? Это же данные объективные прессы о фальсификации ее биографии. Так вот, несмотря на то, что эти мошенницы, к сожалению, в основном они женского рода, возглавляют, да, вспомним Урсулу с ее 5 миллиардами доз вакцин, да, значит, в угоду своему мужу. Так, несмотря на то, что они возглавляют сейчас ЕС, нельзя списывать их большущий военно-технический научный потенциал. У них такой же большой потенциал научный, как и у Китая, у США. И мы отстаем по ряду позиций. Нам надо догонять, в том числе по крупнокалиберным, таким крупным дронам, таким как Баба-Яга, аналог ВСУ. Мы отстаем по таким дронам, как Хорнет американский. Да, у нас есть свой аналог Шмель, но его надо еще допиливать. Конечно, мы отстаем по спутниковой группировке. Но, знаете, что здесь ключевое, дорогие слушатели? Мы отстаем. У нас, мы не можем сказать, что у нас этого нету. Мы догоняем. Оно у нас есть. Это уже хорошо. И значит, рано или поздно мы догоним. И значит, рано или поздно у нас будет противоядие на те же Хорнеты. Кстати, сегодня в сети появились кадры объективного контроля, где наш FPV-дрон, отечественный, российский, сбивает этот Хорнет, который выискивает цели, летя над трассой Новороссия. Поэтому этот вопрос действительно есть технологического отставания. Но что толку кричать, рвать рубашку? Надо последовательно, планомерно работать, обновлять производство. Именно поэтому я предложил за каждым олигархом закрепить свое направление. Коли у нас нет пока политической воли изъять украденные ими заводы в процессе приватизации, значит, их надо обязать развивать технологическую, научную составляющую нашего военпрома. Теперь смотрите общую ситуацию еще. Мы должны посмотреть общую ситуацию на фронте, потому что я, когда зашел в сеть, там уже все празднуют победу ВСУ, понимаете? От Гордона до других нелицеприятных особ. У них уже победа. Уже люди должны бежать с Донецка, с Луганска, с Крыма. Вот. Но на самом деле это, как всегда, лишь медийная составляющая. К слову, медийная война, она не менее важна, чем
война реальная на поле боя, но все равно это всего лишь пыль, всего лишь громкие стенания. Я напомню вам, во время Иранской войны Израиль создал почти 5 миллионов ботов, аккаунтов под видом иранцев, эмиратцев, катарцев, американцев, русских, которые разгоняли бесконечные фейки и панические настроения. Поэтому иногда надо с сети выходить и смотреть на картину, на поле боя. А что мы видим на поле боя? Мы видим, что российская армия теснит врага по всем направлениям, особенно по 5. Харьковское постоянное продвижение, Сумское продвижение, Лиман, уже фиксируются наши, потому что мы с Беларусью, я еще раз подчеркну, в одном государстве, в союзном с Российской Федерацией, всем рекомендуем туда вступить. В Лимане Купянск, наконец-то, с Купянск-узловым начинает освобождаться, пусть и спустя полгода анонсированного освобождения. Посмотрите, какой прорыв в Константиновке. Как мы и говорили, Четырехградье превращается в Трехградье. Речь идет уже даже не на недели, а на дни. И огромные успехи на Ореховском направлении с восточной стороны. У противника, в свою очередь, только одно направление, успешно реализованное в мае, Степногорск, которое сейчас захлебнулось, и русские войска начинают обратно отвоевывать эти квадратные метры. Я хочу сказать, что мы должны еще не списывать то, что все вот эти города – это фактически города-крепости. После их взятия, оно будет уже в этом году, продвижение дальше будет гораздо быстрее, особенно с учетом того, что наша спутниковая группировка «Рассвет», которая запущена и еще будет 3 этапа запуска до конца года ряда спутников, она набирает свою, так сказать, свою мощь. Поэтому я не думаю, что украинскому режиму и украинским мерзким пропагандистам, таким как Гордон, следует праздновать перемогу или перемогу, как говорят в Украине. В Беларуси перемога говорят, а у вас перемога, да? Но суть не меняется. Надо посмотреть на карту и понять, что украинская армия проигрывает по всем направлениям, пусть это и медленно. И мне, например, это не нравится, сама скорость, потому что промедление смерти подобно. Но сейчас я абсолютно уверен, что движение будет больше, потому что наконец прорвали информационный пузырь, и верховный главнокомандующий Российской Федерации будет получать информацию со всех источников, а не только, допустим, от своего пресс-секретаря, который рассказывает наверняка, как хорошо прекрасная маркиза. Вот. Ну, в Лондон же снова хочется съездить или в Милан на закупки, это понятно. Поэтому вот мы имеем какую картину. В этой всей истории очень много зависит от позиции твердой военно-политического руководства России. Кейс Ирана, а Иран устами МИДа объявил о своей победе, кейс Ирана показал очень важную вещь. Пистолетом и добрым словом можно добиться больше, чем только добрым словом. Мы сейчас вернемся. Именно такую позицию нужно занимать мы вернемся на переговорах. К Украине сейчас детально обсудим дальнейшее, Ирану. скажем так. К Украине вернемся, про Иран сейчас давайте поговорим. Смотрите, тут какая история? Ну, тут же вот что важно. Деньги и уран. Деньги и уран. Иран хочет денег, и глупо было бы, да, не хотеть после всего того, что произошло, денег. 24 миллиарда сразу разблокировать хочет. Давайте 300 еще в какую-то перспективу вложите, пожалуйста, американцев в Иран. И, в общем-то, понятно, что это иранские хотелки, там будет как-то по-другому все выглядеть, но пакистанский премьер сказал, что все согласовано.
То есть мы можем видеть в прессе хотелки американской стороны, хотелки иранской, но когда придет подписание, в общем-то, несколько дней осталось, мы увидим вот этот документ, да, который ну, вот, будет подписан. То есть там четкие будут пункты. Проблема в том, что в этих пунктах, ну, там есть деньги, уран и Израиль. Да? Вот так давайте. Из трех голов этого змея, в общем-то, исходит вся опасность. По урану Иран говорит: ребята, а мы готовы избавиться от урана, но никуда его не передавать, никому не отдавать, а уничтожить на своей территории. С точки зрения того, какие танцы, в общем, танцевались последние месяцы вокруг урана иранского, но это выглядит как компромисс, ну, объективно. То есть все есть, нет. Приедут какие-то наблюдатели, посмотрят, вот они наши там 400 килограмм или сколько там килограмм, как там, ядерная пыль, как там называют Трамп. Вот она есть, вот ее уничтожили, вот тут похоронили, памятник сверху поставили, тут был уран когда-то. Ну и все. И как бы и условие вроде как выполнено, что все, Трамп может выйти и сказать: я победил. Но тут же возникает вопрос, а что Биби? Потому что Ливан тоже входит в спектр договоренностей и в пункты плана. И кажется, что вот вырисовывается очередная ловушка для гегемона и для Трампа. На фоне того, что там чемпионат мира по футболу начался, на фоне там того, что, в общем-то, ну, пора бы и честь знать с этой войной, кажется, что еще больше, как бы, в общем-то, завязнет Трамп в этой ситуации по итогам подписанных договоренностей, ну, те, которых мы знаем, пункты, которые там печатают в прессе. Еще раз подчеркну, какие пункты будут подписаны, узнаем, наверное, вот на днях, когда будут подписывать. Но тут же еще, знаете, как скребут кошки на душе. Можно, конечно, смеяться над Трампом, говорить, какой он там 39 раз договорился с Ираном, какой он никакой, какой он такой-сякой. Но как бы война-то по-другому идет, чем Россия и Украина. И все как-то ее хотят закончить, несмотря на то, что есть там эксцессы, есть и бомбежки, есть удары, но как-то вот выглядит-то все совершенно иначе. И можно критиковать за 39 вариантов сделок или там объявления о сделках, но все-таки, когда про мальчика и волки, волки, потом, ну вот волки перемирия, волки мира пришли. И тут начнется уже новая история. А в Украине и России вот тянется вот как волынка, понимаете, бесконечная вот эта дребезжащая история, которая вот никак то орешник будет, то орешник не будет, а ядерка, а не ядерка. Ну, то есть в любом случае как бы история войны США и Ирана как-то лучше выглядит, чем Россия и Украина. Ну, вы понимаете, действительно, Трамп, несмотря на то, что его все критикуют, кое-какого результата он все-таки добивается. Он добивается, он отстранил и захватил под контроль, отстранил действующего президента, захватил под контроль венесуэльские ресурсы. Он, видимо, добьется, с его точки зрения, какого-то результата в Иране. Он дал понять, что с ним шутки плохи. Но, понимаете, это же все эффект носит, может носить эффект краткосрочный. Мы посмотрим, к чему приведет это самого Трампа. Особенно с учетом в его активе, который я выше перечислял, мы еще забыли прибавить постоянные биржевые спекуляции. Постоянные. Как только он приходит к микрофону, за 5 минут до этого кто-то либо ставит, сливает фьючерсы, либо закупает. Ну, это все уже понятно. И Трамп решил заработать, знаете, с моей точки зрения, как в последний раз. Он столько раз банкротился, столько раз был на грани разорения, что решил, вот в этот раз я уже ничего не опущу. Ну что, давайте смотреть. Вот его, например, VLFI валюта, криптовалюта, которую они запустили на рынок, ее капитализация была почти 6 миллиардов долларов. Сейчас уже полтора. Уже сейчас полтора. Посмотрим, что будет после ноября.
Не начнут ли создавать специальные комитеты по расследованию мошенничеств неизвестных лиц? А вы понимаете, что очень скоро это станет понятно, кто за этим стоял. И мне это очевидно, это либо семья Трампа, либо приближенные к нему люди. И посмотрим, останутся ли у него в активах все эти деньги. То же самое по Ирану. Э, Понятно, что цель-то его была никакой не уран. Его цель была взять под контроль иранскую нефть, в том числе для того, чтобы давить на Китай, на Китайскую Народную Республику. Это и есть его глобальная стратегическая цель. А вот это сейчас соглашение, это попытка побитой собаки выйти, понимаете, с гордо поднятым хвостом из этой всей истории. Дело в том, что вот если эти пункты, о которых пишет пресса и говорит МИД, например, Ирана, если они будут подписаны, то очевидно, что Трамп проиграл эту войну. Проиграл, потому что его цель была никакой не уран, а его цель была нефть и Ормузский пролив, контроль за Ормузским проливом, чтобы держать за причинное место Китайскую Народную Республику. А это не получилось. А в результате этого он потерял всех своих мага-активистов. Я на связи с некоторыми руководителями региональных комитетов из наших бывших соотечественников республиканской партии во Флориде и Филадельфии. Они говорят, что рейтинг Трампа очень низок. И говорят, что многие американцы находятся в шоке от цен на бензоколонках. А это их самый главный критерий и самый главный момент, на который они обращают внимание. В отдельных городах Филадельфии цена уже превысила $4 в то время за галлон. В то время, когда он приходил, она там, в этих регионах, это не нефтеносный штат, там чуть дороже цена, был $2,8 за галлон. И мои контакты республиканские говорят, что подтверждают мою мысль, что все, в ноябре он будет, пройдет через путь Орбана в Венгрии. Вот какая будет ситуация. Нет, ну Поэтому подождите, я какого хочу... Орбана? Давайте тоже, понятно, там... Проиграет. Нет, ну Проиграет с смотрите, таким же результатом. ну хорошо, проиграет, но он же никуда не денется, понимаете? Это раз. Во-вторых, там как-то, если так посмотреть, поскрести, там некоторые демократы, которые сейчас там пытаются в праймерисах участвовать, побеждать там от разных, скажем так, штатов, они как бы немножко там демократы такие же, как республиканцы. Там такие же отморозки. Там Нет, такие же. ну я к чему? Я к тому, что просто, ну вот так говорят, выборы, сейчас вот там ноябрь, выборы. Ну, елки-палки, но это у них там, они там разберутся. То есть я не могу понять, почему Европа возлагает какие-то надежды. Вот сейчас ждут на следующей неделе Трампа в Европе, да, с ним, как говорится, наводить мосты по новому этапу войны, наверное, там Зеленский, наверное, точно поедет, мне так кажется. То есть как это так, не встретиться? Там же G7, а куда же без Зеленского? Ну, вот в этом формате. Там Трампа и так, и сяк. То есть, ну, смотрите, он же никуда не уйдет. И более того, а кто сказал, что цель у него вот эти промежуточные выборы? У него цель следующие президентские. Ну, условно, чтобы он сам, а почему бы и нет, как говорится, или его преемник, что вероятнее, опять, так сказать, от республиканцев взошли на трон в Белом доме, потанцевали в бальном зале новом. И, ну, давайте тоже будем откровенны. В принципе, вот эти выборы, они важнее и главнее, и к этим выборам тогда вот и надо нацеливаться. Пока все нацеливаются на ноябрь, и говорят, что должно произойти. А у него другое целеполагание. Он там выбирает Венс, это будет или Рубио, или кто-нибудь еще, ну, условно, да, следующим президентом, или он сам пойдет. У него другие немножко горизонты, и мы вот поэтому, может, не понимаем Трампа в его, в том числе, иранской истории. У него могут быть любые горизонты, но смотрите, почему мы говорим про ноябрь. Хотя, действительно, вы правы, после ноября у него останется еще ж немножко срока. Но
Но то, что у него останется после ноября, это, извините, меньше 2 лет. Понимаете? Что можно за этот короткий промежуток сделать? Так вот, после того, как он с разгромным счетом проиграет демократам, встанет вопрос о смене лидера. Акела промахнулся, лидера республиканской партии. У него и так она сейчас бродит вся в брожении. А вы представьте, что будет, когда это брожение будет закреплено фактическим результатом. И ему будет уже не до внешней политики, даже если он нарисовал какие-то горизонты, потому что его будут рвать все, кому не лень. Судебные иски, комитет по импичменту, раскол в республиканской партии. Вот такие вещи я прогнозирую. И я это прежде говорю всего для тех, кто принимает решения в Кремле и наверняка слушает нас, чтобы не связывались с Трампом. Это уже подбитая утка, с ним каши не сваришь. Ну, кроме того, простите, слова каких-то политологов это одно, но есть фактура. Кроме биржевого мошенничества, Трамп занимается еще мошенничеством политическим. И те, кто говорит, что с ним можно какие-то реализовать договоренности по анкориджу, они просто обманываются и выдают желаемое за действительность. За действительно. И вот хорошо, мы отстранимся от каких-то мнений политологов, пусть даже в костюме и в очках, и мы возьмем акт, законопроект номер 2913, который был принят 4 июля в Палате представителей США, Американского Конгресса. Итак, этот законопроект называется «Акт в поддержку Украины». Он проголосован, несмотря на то, что республиканцы в Палате представителей имеют большинство. Демократы не могли бы его принять. Это вопрос к политическому мошенничеству и вопрос к тем лицам, принимающим решения, в том числе из МИДа. А нас и в МИДе смотрят. Подошли ко мне на приеме с МИДа России, говорят, очень следим за вашими эфирами. Так вот, этот законопроект прописывает санкции против российского финансового сектора, против энергетического сектора, против теневого флота, против промышленности. Он предусматривает санкции вторичные, то есть будут санкции в отношении, например, Республики Беларусь за торговлю с Россией. И он вводит 500% тариф на российский импорт. И понимаете, что удивительно, что за него проголосовало 18 республиканцев. И таким образом они запустили его в процедуру законодательного процесса. Следующий этап – это Сенат США. Там опять-таки у Трампа большинство. Но вы понимаете, этот законопроект же не просто так принят. Его 2 года готовили. Трамп будет мошенническим образом на переговорах там говорить, а вы знаете, я его тогда не подпишу, а тогда подпишу. Но абсолютно очевидно, что эту законодательную дубинку, вот этот закон 2913, дали в руки Трампу по просьбе самого Трампа. Это к тому, что нам, в принципе, все равно, кто там будет у власти, демократы или республиканцы. Это 2 сорта одного вещества, понимаете? И я, например, в подтверждение еще слов о том, какой у них есть внутриполитический консенсус по отношению к России, приведу еще результаты голосования по закону 3364, который ограничивает очень серьезно инвестиции в Российскую Федерацию и усиливает санкционное давление на страны, которые торгуют с Российской Федерацией. Это закон 3364, он уже принят. Он уже принят, уважаемые зрители. Закон 2913 обсуждается. Пока обсуждается. А закон 3364 уже принят. Так вот, цифры не врут. Посмотрите, какой у них консенсус. Сенат США проголосовал за этот закон 3364 в пропорции 98 за и 2 против. Вы понимаете, что это означает? Полный
внутриполитический консенсус по отношению к Российской Федерации. В таких условиях надо понимать, что любые игры с биржевым и политическим жуликом ни к чему не приведут, ввиду того, что нам даже не на кого там опираться. Мы не можем там опираться, как опираемся, допустим, в некоторых моментах на АфД в Германии или на партию Ле Пен во Франции, потому что там вообще полное единение. Они все ненавидят Россию. А тут там какой-то деятель туннель какой-то Берингов собрался рыть. Так ты хотя бы посмотри, что есть законы. Во-первых, тебе не дадут его даже рыть. Несмотря на то, что ты там нашел какого-то американского бизнесмена и с ним какую-то бумажку подписал. А во-вторых, ты посмотри результаты голосования. Надо переходить от этих всех ожиданий Трампа, не Трампа. Я не хочу сказать, что когда Трамп проиграет, а что он проиграет, никаких сомнений нет, разгромно в ноябре. Я не хочу сказать, что демократы будут лучше. Да, они, может, и хуже будут. Я просто хочу сказать, что пора нам не смотреть в своей внешней политике на Трампов, Макронов, Мерцев, кто сменит там, а вдруг АфД в Германии придет. Ну и что придет? Это не факт, что они изменят свою политику. Нам надо отстаивать свою политику. Вот, например, смотрите. Трампу не понравился президент одной из латиноамериканских стран. Он приехал в Каракас и пригласил его в Нью-Йорк. Понимаете? Взял под контроль всю внешнюю, а может даже и внутреннюю политику Венесуэлы. То же самое вот здесь у нас. А мы? Что делаем мы? Вот у нас есть, допустим, пассажир один в Ереване. Почему бы нам не приехать и также не пригласить его в гости в Москву таким же образом? Так А он если был кто-то недавно. скажет, а какие основания? Как какие основания? Картель Абрикос. Там же картель Солнца был. Подозреваем, что лидер картеля Абрикос. Вот как нужно действовать в это турбулентное время, с моей точки зрения, во внешней политике. Юрий, вообще, конечно, выглядит все максимально удивительно с точки зрения, ну вот, застопорившихся переговоров. Слушайте, нам же как, там все вот это вот ходят, там вот с Трампом как встретиться, как там что еще. Вот Усик к нему спокойно взял и приехал. Усик. Причем по Пентагону ходил, когда там чего-то, какая-то тревога была, что утечка, какие-то газы пошли, понимаете, там. Странно как это совпало со вчерашними откровениями Тулси Габбард, которая все еще исполняет обязанности главы национальной разведки, которая говорит, да, говорит, там Чернигов, Харьков, Днепр, биолаборатории, вот там такие, значит, патогены, чума, всякие разного рода вирусы, испытания. То есть то, что нам рассказывали, то, что там смеялись, показывали Все пальцами. смеялись, помните? Да, боевые комары, помните, вот эта вся Мгм. еще история. Ну, подорвали потом, скажем так, вот главного по химзащите, да, в российской армии, ну, в общем-то, генерала, да, в Москве. И эта практика продолжается и сейчас. И вот понимаете, какая история? Ну, то есть мы видим, да, вот такие моменты, когда все как-то думают, давайте коллективно Трампа, а Усик взял и съездил. То есть, ну, проще, может, надо как-то смотреть на эту всю историю. Но тут возникает другой вопрос. Усик нарядился, оделся, как Зеленский. Ну, то есть я обратил внимание, немножко думаю, подождите, ну, может совпадение, может, нет. Тоже там вот эта вся эта черная похоронная, как бы это, роба гробовщика тоже, да. Ну, там кроссовочки повеселее с беленьким. А так вообще, как бы, да, я вот тут он встречался, жал руки, гулял по Пентагону. Получается, и все сразу заговорили, ага, так может, как бы вот вырабатывается следующий. Что вы думаете по этому поводу? И опять-таки, вот есть конспирология, да, о том, что, ну, в общем, как бы кого захочет, условно, Запад, того и поставит. И
Это, ну, например, снятие Зеленского и замена его на кого-то другого, оно может произойти там в течение недели условно. Ну вот недели. Это говорят, да нет, ну что вы, это вы, лютая конспирология, это неправда, там есть все-таки же власть, институции, какой-то процесс должен быть. Ну, с другой стороны, понимаете, биолаборатории тоже были конспирологией. Да, да, я помню, как спорил с коллегами, и они даже пророссийские некоторые эксперты говорят, ну, наверное, все-таки преувеличение. Какие биолаборатории? Пожалуйста, 40 биолабораторий, пожалуйста, из уст главы нацразведки США. Поэтому нет никакой конспирологии. Идет экзистенциальная война. Цель либо уничтожение, либо порабощение России. Им нужны ресурсы. Они смотрят вперед. Особенно Европейскому Союзу и Британии. Потому что вот эти все танкеры катарские, да, это все разговоры в пользу бедных. Никогда они больше не вернутся к такому сытому и высокому уровню жизни, который у них был, кроме обеспечения трубопроводного газа, который как кровь напитает все артерии и вены и восстановит экономику. Никогда никакие катарские газовозы никакой им добавленной стоимости нужно не принесут. Вот и все. У них поэтому стратегия взять и поработить Россию. Либо военным путем, либо внутриполитическим, чтобы там пришли к власти национал-предатели. Вот. Поэтому это все абсолютно очевидно. Что касается, и да, исходя из этого, они выстраивают свою стратегию на долгие годы. А мы все думаем, что с ними можно как-то договориться. Нет, все. В ближайшие 50-100 лет никак мы с ними не договоримся. Ров с крокодилами. Вот что должно нас ограничивать, с моей точки зрения. Если кто-то хочет еще поиграться в Анкоридж, ну, это просто потеря времени. Это глупо. А если бы мы не играли в это все в 22 году, то и не было миллиона погибших, раненых, искалеченных. Это такие цифры называют эксперты двух стран. Теперь, что касается Усика и газа, который он пустил в коридорах Госдепартамента и овального кабинета. Но, слушайте, если Усик думает, что он самый умный, он ошибается. Во-первых, этот человек патологический трус. Он сильный человек, сильный, но в душе он трус. Он не вступился за украинскую православную церковь, хотя там обнимался, фоткался и хайпался с митрополитом Ануфрием. Он не вступается за украинцев простых, которых убивают на улицах не российские дроны, а палачи из ТЦК. Он трус, понимаете? И абсолютно очевидно, что они там присматривают преемника, и это, возможно, психологическое давление на Зеленского. Но мы же знаем, мы же с вами-то знаем, кто его туда привел. Такие же ворюги, биржевые аферисты и проходимцы, как и команда Трампа. Это господин Келлог, точнее его дочь. Поправьте меня, если не так. Он даже с ними сфотографировался на входе. А дочь-то Келлога сидит на потоках американских, которые распиливает при входе в Украину. Вот и все, вот и вся, так сказать, схема и конспирология. С учетом того, что очень там развита лоббистская тенденция, Усик занес кому надо, дочка Келлога занесла кому надо, включили в график, Трамп поручкался, пофоткался. Вот и все. Вполне возможно, что это определенное и психологическое давление. И Усика рассматривают на какого-то преемника. Сейчас еще увидите, в соцопросы его включат. Это значит точно, какая-то группа решила на него сделать ставку. Так Но можно подождите, стать... ну это же Да, это признак того, что Зеленского будут менять? но они хотят, что Зеленского поменять. Но я много раз говорил и стою на этом. Вы рано списываете Зеленского со счетов. Этот человек пойдет до конца, в том числе в удержании своей власти. Если надо, то будут ликвидированы или арестованы все несогласные. У него уже выбора нет. Он все, шахид, понимаете?
Он отрезал от себя все человеческое. Он отрезал идеологически всех своих сторонников тем, что привез нацистские останки в Украину. Он знает, на кого опираться. А почему он опирается на нацистов? Потому что это самая крупная организованная, сплоченная группа в Украине. Мы вот много говорим, что украинский народ-то против. Он действительно против этого режима. Но он не самоорганизуется. Нет мужчин. 15, с 10 до 15 миллионов выехало. Я считаю, ближе к 15. А остались пенсионеры в тюрьмах, постоянно переполненные и постоянно подтягивают новых политзаключенных. И Зеленский понимает, что единственная организованная сила, которая его может смести, это нацистские батальоны. И поэтому в угоду им он привез эти останки. И тем самым он спалил вообще все мосты. Вообще вот мостов просто у него нет. Он сейчас в углу. И его отстранить не так просто. Тем более американцам. Тем более американцам. Он будет слушаться британцев. Давайте рассуждать. Если бы британцы его хотели отстранить, это бы получилось. Я не спорю. Но с королем так часто не встречаются. Так часто не встречаются, когда хотят отстранить. Более того, они его будут всячески поддерживать. И заявления вот этих трех политиков, которых ненавидят собственные народы, Макрона, Мерца и Стармера, ну как-то не вяжется с желанием его отстранить, правда? Они фактически стали за его спиной. Что у американцев есть желание легкое, это понятно. Но мы должны понимать, почему у американцев такое желание есть. Они что, хотят мире какого-то? Ничего они не хотят. Они хотят обмануть Россию просто более элегантно. Эти в тупую говорят, что думают, как алкаши, простите. Что у трезвого, да, у пьяного на уме, там у трезвого, то у пьяного на языке. А американцы хотят более хитро обмануть. Но это такие же наши враги. И это ж не я сказал. Рубио ж сказал, вы ж слышали на слушаниях в Конгрессе. Я, говорит, не могу быть независимой стороной, потому что мы на стороне Украины. Подождите, И вот этот, тогда о каких переговорах говорит Путин? Что я вот, думаю, вот я готовы думаю, уже к переговорам, настоящим переговорам, а не вот этим танцам, которые были до? я думаю, что Путин пытается, понимая, что его хотят снова обмануть, как его обманывали неоднократно, в том числе Макрон, который звонил ему и просил отвести войска от Киева. Я думаю, что Путин тянет время, говоря, что мы готовы к переговорам, но он уже осознал масштаб той проблемы и осознал стратегические цели, в том числе американцев. Исходя в том числе из законопроекта 2913 или закона 3364. Хорошо, мы подпишем мирное соглашение. А как ты эти законы отменишь? Мы же с вами обсуждали поправку Джексона-Веника. Советский Союз развалился, а ее только через 20 лет отменили. Этот закон, да, принятый Конгрессом США. А в отношении, например, Беларуси или Азербайджана, она до сих пор действует. Понимаете? До сих пор. Поправка 1974 года о преследовании евреев. Причем тут Азербайджан или Беларусь к евреям? А действует до сих пор. И в отношении других нескольких стран Советского бывшего Союза. Поэтому я думаю, что Путин понимает прекрасно, но тут же надо медийно выглядеть хорошо. Не скажешь же, не, все, я там за войну до победного конца. Есть же и западное общество, есть и глобальный другой мир, который тоже смотрит на Россию. Может, поэтому они и пытаются вот так же подыгрывать американцам. Но если раньше они в это верили, особенно в Анкоридже, я очень рад, что вот этот прошедший почти год показал, что это все фикция и обман со стороны американцев. Не говоря уже о том,
что это все, ну, может и есть какое-то желание, но исключительно со стороны Трампа. Ну хорошо, а завтра Трампа не будет. И что, все взад пойдет? Так куда он, смотрите, ну вы тоже как-то, а куда он денется? Ну, то есть я хоть убей не могу понять вот этого, вот когда говорят война до ноября, я понимаю почему, потому что зима близко, и зимой будет плохо. Ну, то есть, и все сейчас говорят, они говорят, дайте денег, мы должны масштабировать наши вот эти хорнеты, наши middle страйки, потому что четко же понимают чиновники, то есть никто, ну, до конца не идиот и не дурак, все понимают, что пройдет там сейчас пару месяцев, и, как обычно бывает в этой войне, россияне найдут какое-то противодействие и, в общем, нивелируют вот эту, ну, вот эту всю историю, да, типа преимуществом. Поэтому говорят, дайте денег, а деньги как бы не шибко дают, ну, да, то есть потому что расписаны эти программы. Они говорят, а вот мы вот военным поднимаем зарплаты, дайте денег. А у нас реформа в армии будет. Какого типа? Те, которые служат на передовой там с начала войны, ну, которые украинцы, да, их отведут в тыловые части, а на их место будет делаться упор, если получится, на иностранцев. Ну, то есть, смотрите, там 20 тысяч в день, например, да, гривень, да, ну, условно, там, $500 в день, ну, меньше, конечно, сейчас гривня летит, ну, в общем, в пропасть, очередной рекорд, вот эти слова, помните, будет гривна, доллар по 45, вот это, будет война, будет хаос, Зеленский молодой говорил, ругался. Ну, так, в принципе, все сбылось из его того пламенного спича. Так вот, они вот поменяют, говорят, партнеры должны дать денег, ну, чтобы зарплаты увеличить в ВСУ. То есть давайте, быстрее, быстрее. У меня такое ощущение складывается, что они просто пытаются сбить денег вот как перед действительно завершением какой-то войны. А ноябрь, после ноября будет катастрофа зимняя, ну, поэтому надо заканчивать войну, чтобы хоть худо-бедно как-то все выдержало. Да, это все чувствует, понимает Лукашенко, с чего мы, собственно, и начинали наш сегодняшний разговор. Это понятно и Путин, он говорит, мы знаем, чем это все закончится, но да, вот сейчас вот такие последние вот эти вспышки яркие, понимаете, вот эти middle страйки и все остальные там теракты и какие-то там удары. Россия тоже отвечает, бьет по складам, тоже вроде как гражданские объекты. То есть это вот такой какой-то момент вот этого катарсиса, что ли, да, вот когда вот это все и ситуация перерождается. Не просто так же о лете говорят там даже прибалтийские тигры. Эстонский президент говорит, а летом окно возможностей, в общем, все закончить. И, в общем, все больше и больше таких голосов. А, Закончить не потому, что там все такие, знаете, там сейчас надавят на Россию, вот этот пункты, где там контингенты будут, ну, то, что Зеленский договаривался в Лондоне, помните, ну, на уходящей неделе. А закончить потому, что продолжать будет катастрофически, ну, продолжать будет невозможно. Вот и вся логика этих событий. Но, тем не менее, нас, конечно, ожидают очередные там удары, очередные медийные высказывания. Орешник может прилетит, а может и в боевом исполнении прилетит. Потому что вот прошлой ночью должен был прилететь, сейчас есть следующей ночью. Россия якобы до 14 числа предупредила американцев, что, в общем, это будет. Но даже прилет Орешника, я сомневаюсь, что будет с тактическим ядерным оружием, но тем не менее, это тоже будет предзнаменование того, чтобы все заканчивалось. Все навоевались. Так о каких тогда войнах до 30-го года, или как там предсказатели предсказывают политологических наук, вообще идет речь? Смотрите, ну, орешник прилетит в ближайший день-два, и понятно, что без тактического ядерного заряда. Россия еще не готова перейти эту красную линию. Ну и, наверное, с тактическим ядерным зарядом его надо направлять не в Украину, а в штаб-квартиру Ми-6. По крайней мере, так бы сделал я. Но вопрос в том, что войну можно закончить и нужно с точки зрения украинских национальных интересов, белорусских, русских национальных интересов при желании
украинского политического класса. Для этого он должен перестать быть чумным. А этот класс чумной, понимаете, Александр, дорогие зрители, это больные люди, нездоровые люди. Даже в Палестине не запрещают иврит или идиш, а в Израиле никто не спокойно по-арабски говорят. В Израиле. В Израиле, напомню, 20% граждан почти арабы, вот, этнические. И никто их не прессует. А смотрите, они даже сейчас демонстративно нанесли удар по русскому языку. Демонстративно, вот так. Несмотря на то, что 80% украинцев говорит на русском языке. А в эмиграции даже все эти вышиватники, вышиваночники, да, которые там ходят, Бандеру прославляют, сколько уже было таких случаев. Как в кафе сели, сразу на русском. Понимаете? Это очень важный момент. Больной весь политический класс. Чумной класс. Чумной класс. Когда класс, если был выздоровел, да, можно было на что-то опираться. Но они по-прежнему хотят издеваться над своим населением, хотят нарушать религиозные права, права языковых меньшинств, этнические, хотят организовывать теракты. Посмотрите, чем они занимаются. Постоянная организация террористических актов. Может Россия организовывать такие акты? Ну, например, зумеров украинских ловить в сети, платить, организовывать. Конечно, может. Но Россия до такого не опускается. Она все-таки старается выбивать, работать в рамках Женевских всех конвенций. А эти все нарушают. Вот ничего нет человеческого. И когда ничего нет У нас человеческого, такая была сложно история, говорить, что история даже... была на этой неделе. Российские спецслужбы вербуют девочек, причем Мгм. несовершеннолетних, для того, чтобы, ну, собственно, м, ну, короче, ликвидировать этих солдат украинских. Ну, и так новость-то понесли, действительно новость. А все так, люди, если так прочитать, да елки-палки, а что украинский солдат собирается делать с несовершеннолетней девочкой? Ну вот, вот вам и пример. Понимаете? М. Ну, Ну, спецслужбы. ну и тем более, понимаете, это же не надо списывать, что британцы и Зеленский это профессиональные медийщики. И это они нам сказали, что российские спецслужбы. Ну, во-первых, да, первая часть вопроса это то, что вы сказали, а вторая, а зачем российским спецслужбам простой солдат, да? Ну, Буданов зачем, я понимаю. Или Федоров. А зачем простой солдат? Это может быть в рамках разжигания соответствующего отношения к России среди остатков украинского населения. Но вообще хочу сказать, что вот этот весь чумной класс и все бандеровцы, я сейчас изучаю литературу, кое-какие монографии. Самое интересное, что они-то патологические трусы. Оказывается, самые упоротые люди, которые до последнего патрона там воюют, это все русские с перепрошитыми мозгами. Понимаете, это весь призыв юго-востока Украины. Там почти нету львовян с Тернополя или Ивано-Франковска. Они трусы патологические. И вот у вас в канале было видео, индус бандеровцев отметелил. Понимаете? Индус один пришел, отметелил бендеровцев, а все стояли. Они могут, знаете, как вот эти нечисть бендеровская, убить учительницу русского языка, такую же украинку, приехавшую из-под Чернигова, ну тогда, в те 40-е, 50-е года. Убить комсомолку, активистку. Это трусы, они прятались, все. Я сначала думал, слушайте, это серьезная структура, до 55-го года их Сталин не мог выкорчевать. Потом начал нырять, да они же все в лесу сидели. Они в лесу сидели, понимаете? И здесь проблема, что у нас часть русских людей, этнических русских, зарядили вот этим вирусом. Да вы посмотрите, даже Сырский, это ж русский, Буданов русский, вот, значит, Федоров русский. Вот в чем проблема, что это фактически гражданская война, понимаете? А корни и причины гражданской войны надо устранить, если
в голову людям залезть и предложить какую-то альтернативу. Вот чем заниматься. А если где-то там Трамп с чем-то, с Путиным подпишет что-то, ну и что он подпишет? Что дальше? Надо устранять все причины, которые привели к этому побоищу. Весь этот комплекс проблем, который запустил еще Кравчук с Кучмой со своим «Украина не Россия». Вот это приведет, для этого нужно широкий общественный диалог политиков, военных, экспертов двух стран, а лучше еще и Беларусь пригласить, лучше всего 3 стран. Общаться по всем проблемным вопросам, выработать решения достаточно толерантные, помяркованные, как говорят у нас, которые уберут вот эти все реперные точки, эти возможные конфликты. Что толку будет с мирного соглашения, если ты не сможешь Стаса Михайлова даже включить на улице, как тебя кто-то ножом пырнет, пришедший фронтовик? Это все равно будет война. Война, успешный мир, да, и война прекратится, когда мы устраним причины. Причины в нацификации и милитаризации Украины. Поэтому, пока мы это не устраним, ничего не будет. Для этого устранения недостаточно только воли российской стороны и желания. Нужно желание украинского общества, украинского правящего политического класса. Сейчас этот класс чумной, он больной, он заражен 40 биолабораториями, о которых вы смеялись. Кстати, всем зрителям советую вот этот фрагмент главы американской национальной разведки показать сомневающимся, своим родственникам, с кем спорили вы, да? Вот это обалденное, лучше всякой пропаганды, обалденный инструмент убеждения. Ну что вы, смеялись над лабораториями? Вот сами американцы говорят и перечисляют. Поэтому, Александр, конечно, мы все устали от войны, мы хотим, чтобы быстрее пришел мир, но еще больше мы хотим, чтобы не воевали наши дети и внуки. Но пока, простите, больные люди будут продолжать находиться у власти в Украине, во всей вертикали и всей горизонтали, такого мира не будет. Поэтому нужно устранять причины приведшие к специальной военной операции. Только когда мы их устраним, проведем полную демилитаризацию, денацификацию, тогда мы сможем спать спокойно. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели этот выпуск. Напишите в комментариях, с чем согласны, с чем нет. Поставьте лайк, не забудьте, и берегите себя и друг друга. Добра и света. До скорого.